Привет, коллеги! Вы на канале Azrael Code. Меня зовут Денис, и сегодня буду говорить про алерты в TradingView. Если вы уже приходили в TradingView и смотрели алерты, то вам может показаться, что это достаточно банальный инструмент, какие-то всплывашки непонятные зачем, и вы им не пользуетесь, то сегодня я вам покажу, что на самом деле алерты в TradingView это невероятно крутой инструмент. Его функциональность великолепна даже не используя веб-хуки, а веб-хуки добавляют возможность к вашим скриптам на TradingView организовывать вполне себе нормальную алгоритмическую торговлю, то есть автоматическую торговлю, где вы разрабатываете стратегию, а дальше ваш робот сам покупает и продает. Причем в данном случае алерты выступают в качестве прокладки между TradingView, вашими скриптами на PineScript и вашим брокером, например, Тинькофф Инвестиции, который работает по API. Досмотрите видео до конца, и я расскажу обо всем этом. Программировать сегодня мы не будем. Я покажу картиночки, объясню, что как работает. А дальше при необходимости продолжим, если вы об этом напишите мне в комментариях. Прежде чем продолжим, важное замечание. Функциональность TradingView в целом и в частности алертов очень сильно завязана на тарифный план, с которым вы работаете в TradingView. То есть здесь есть бесплатный план, хороший, им можно пользоваться, все отлично. Есть Pro план, есть премиум, Pro плюс, всякие разные. У меня сейчас Pro план, то есть это самый минимальный платный план в TradingView. Но уже он достаточно ощутимо отличается от бесплатного плана. В частности, если говорить про алерты, я описываю весь функционал с точки зрения платного плана. То есть, например, если у вас бесплатный план, то веб-хуков, о которых я буду много, видимо, сегодня говорить, веб-хуков вот эти, на бесплатном плане они недоступны. Соответственно, организовать алгоритмическую торговлю из TradingView через API, допустим, Тинькофф Инвестиции, на бесплатном плане вы не сможете. Если вы впервые у меня на канале, то должны знать, что кроме, собственно, канала Azrael Code, у меня еще есть сайт azrael.ru и GitHub, где я выкладываю исходники к видео, если они к видео нужны. Если вам хочется что-то сказать, вы всегда можете написать в комментарии. Я все комментарии читаю и по мере возможности отвечаю на каждый из них. Под некоторые комментарии я делаю специальные видео, поэтому пишите комментарии и присоединяйтесь к моим группе в Телеграме, во Вконтакте и я есть в Твиттере. Ну и вы сами знаете, не хочется вас просить, но подписывайтесь на канал, ставьте, пожалуйста, лайки. Дизлайки вы теперь ставить не можете, но лайки все еще. Пишите обязательно комментарии. Они для меня важны, они важны для YouTube и, безусловно, мотивируют делать контент дальше. Ну а теперь поскакали. Но давайте обо всем по порядку. У меня запущен терминал десктопный, TradingView. Я тут залогинен. У меня есть кнопочка Alert. Сейчас у меня открыт 5-минутка BTC USD. Нажимаю Alert, и у меня появляется такое окошко, в котором я могу сделать какие-то настройки алертов. Например, я вижу, что у меня сейчас цена болтается в районе 46 306 и 4, допустим. И я сделаю так, чтобы каждый раз при пересечении этой цены у меня появлялась всплывашка с каким-то текстом. Создаю. Здесь вот, и вот, собственно, сработал этот алерт. Он у меня, как вы видели, был многократный, то есть он будет всплывать каждый раз, когда цена будет проходить этот уровень. Причем всплывашка будет происходить в зависимости от настроек в десктопной версии, в веб-версии и в приложении. Вы будете получать уведомления. Это все настраивается, и уже установленные уведомления у нас находятся в разделе Alerts. Количество доступных активных алертов зависит, опять же, от плана. У бесплатного плана меньше доступных алертов, у базового Pro, который у меня, возможно установить 20 алертов, у Pro Plus больше, у Premium еще больше или даже не ограничено. То есть вот это список алертов, которые у меня есть в TradingView. Вот это активный, у него меточка Active. Есть Stopped Manually, мануале. Ну, короче, поправите меня в комментах, как правильно сказать. Вот, в общем, вручную остановленные. Этот работает.
Сейчас он, возможно, сработает, возможно, нет. Мы можем его изменить, нажав кнопочку вот эту вот с шестеренкой. Здесь будут настройки, я о них расскажу, но в частности мы можем поправить цену. Например, вот так вот. И вот опять у нас появилась всплывашка. Она появляется одновременно также у меня на телефоне в приложении TradingView, которое у меня там установлено. Точно так же появляется блямканье и окошко. Каждый раз, когда срабатывает алерт, у нас в Alerts Log появляется лог о срабатывании с указанием времени и бумаги, на котором этот алерт сработал. Мы можем остановить, запаузить этот алерт, можем очистить алерт лог, можем запустить все алерты, можем выбранные. То есть можем выделить шифтом несколько алертов и запустить их все. Можем их клонировать, можем отсортировать. В общем, тут достаточно много инструментов по работе с алертами. Можем запустить один алерт, можем удалить один алерт, можем отредактировать один алерт и можем добавить новые алерты. То есть интерфейса по управлению алертами здесь очень неплохой и пользоваться им можно. Важное замечание про алерты в принципе. В чем прелесть алертов? Прелесть алертов в том, что они работают на стороне серверов в TradingView. То есть мы с вами либо в десктопном приложении, либо в веб-версии устанавливаем алерт, и он начинает работать. После чего мы можем просто закрыть терминал, и алерт останется работать 24/7. Делать это все он будет автоматически. Поддержание его работоспособности будет осуществляться силами TradingView. Нам нужно было всего лишь его установить. А дальше он будет делать то, что мы ему сказали. В том числе он может дергать веб-хуки, а веб-хуки могут совершать, допустим, покупки нужных бумаг через API Тинькофф Инвестиций. То есть нам делать больше ничего не нужно. И это круто. Вы, конечно, знаете, что в TradingView есть язык программирования, который называется PineScript, который позволяет нам программировать индикаторы, стратегии. У меня есть плейлисты, посвященные работе с PineScript. Классный язык может многое, в том числе и устанавливать алерты. Что это означает? Вы можете с помощью PineScript запрограммировать, например, стратегию, оттестировать эту стратегию на исторических данных, после чего запускать свой скрипт, допустим, там, каждый день, чтобы он проставил нужные алерты, и через эти алерты вы получали уведомление о наступлении события, во время которого, возможно, вам нужно совершить сделку, ну, либо автоматически купить бумагу через API, например, Тинькофф Инвестиции. С теорией вроде бы покончил. Теперь давайте посмотрим конкретно про настройки алертов. Открываем Create Alert интерфейс. Здесь у нас есть несколько пунктов, разберем из них каждый более подробно. Итак, condition. Condition условия, соответственно, условия создания алерта, вернее, условия срабатывания алерта мы описываем вот в этой части. Здесь у нас выбирается инструмент, к которому мы ставим алерт. В данном случае он привязывается к открытому в окне инструменту, то есть 5-минутки BTC USD. Вот. Если я открою, допустим, часовки, то будет привязано, ну, на самом деле, не к часовкам будет это привязано, просто в некоторых случаях к часовкам будет привязано. Сейчас я покажу, почему. Дальше, то есть выбираем инструмент, к которому привязываемся, выбираем, собственно, событие, которое должно случиться, и параметры этого события. Первое выбранное кроссинг, пересечение, когда наш инструмент пересекает заданную величину, которую мы указываем явно. То есть здесь у нас value, вот наши цены, мы здесь ручками указываем цену. Когда у нас наш инструмент пересекает этот уровень, мы получаем уведомление. Причем неважно в какую сторону. Но если для нас важно в какую сторону, допустим, у нас цена начала расти или падать, то у нас есть crossing up и crossing down. Crossing up, соответственно, когда у нас цена пересекает снизу вверх, crossing down, когда сверху вниз. У TradingView есть документация, достаточно подробная по алертам. Здесь описаны как раз и crossing up, и все остальное, что мы будем вам рассказывать, подробно достаточно написано с примерами, что происходит, куда происходит. Даже если я, когда вам сейчас тут буду проговаривать, где-то косячну, почитать документацию, и там более точно все описано. Вот. Затем у нас есть greater than, less than, то есть
больше определенного уровня у нас становится цена, мы получаем алерт. Входим или выходим из канала, где мы задаем границы канала, верхний уровень канала, нижний уровень канала. То есть цена залетела у нас, допустим, в этот канал, мы получили событие. Пока она болтается в канале, мы никаких алертов не получаем. Когда она выходит из канала, мы тоже никакого алерта не получаем. Или мы можем поставить Exit Channel, и когда у нас цена находится внутри канала, потом из канала начинает выходить, неважно вверх или вниз, мы получаем алерт. Когда мы находимся внутри канала, когда мы находимся за пределами канала, когда, вот этот более интересный момент, когда мы двигаемся вверх или вниз. У нас есть 4 аргумента: moving up, moving down и процентное перемещение вверх или вниз. В зависимости от того, что мы выберем, у нас будут доступны разные опции. Подробнее про это почитайте вот здесь вот, moving up, moving down. То есть, если кратко, то если у нас есть уровни пересечения, например, да, мы пересекаем какую-то цену и мы получаем алерт. Но это совсем не значит, что у нас начался рост. То есть у нас может быть однократное касание какого-то уровня цены, а потом, допустим, наш BTC-шка начинает падать дальше. Но мы можем задать, допустим, величину, что у нас происходит увеличение на $10 в течение 5 баров, к примеру, и мы запускаем это на часовке, то мы видим, что в течение 5 часов у нас BTC-шка растет. Вот. И то же самое касается процентов, где мы задаем не количество в долларах изменения, а в процентах цены относительно текущего момента. Раздел Options зависит от того, какое условие срабатывания алерта мы выбрали. В большинстве случаев здесь, собственно, одна опция – выпускать алерт однократно, после чего удалять алерт, или же многократно. То есть мы каждый раз будем сообщать о пересечении цены. Вот. Вернее, удаление не происходит, но событие срабатывает один раз. Вот. То есть, соответственно, с мувингами здесь чуть больше опций. Only once или once per bar. То есть, если мы задали здесь 5 баров, и у нас условие соблюдается на протяжении всех этих баров, то мы будем каждый бар получать уведомление о том, что, типа, чувак, похоже, мы растем. Или похоже, мы падаем. Вот. Причем можем по закрытию бара или один раз в минуту получать уведомления. То есть достаточно это интересный инструмент. Попробуйте им попользоваться, расскажите, насколько это эффективно, допустим, конкретно в вашем случае. Expiration time, то есть, как я сказал, алерты даже после срабатывания не удаляются. На проплане лимит алертов 20 штук, соответственно, желательно алерты иногда чистить. Мы можем установить expiration time с указанием даже точного времени, или можем сделать вечный алерт, который будет всегда срабатывать по какой-то цене. Мы возьмем какой-нибудь супер-пупер премиум план, сделаем 100-500 алертов, расставим по всем интересным для нас инструментам и будем чисто отрабатывать события. В этом случае есть галочка open-ended, то есть оно позволяет нам создать вечный алерт, но в моем плане это сделать невозможно. В моем плане я могу сделать максимум 2. Мои алерты умрут не позже, чем через 2 месяца. То есть это по expiration time. Alert actions. Тут в большинстве случаев все просто. То есть Notify on App – это галочка, чтобы получать всплывашку на установленном у вас приложении. Шоу поп-ап – это тот поп-ап, что мы видели окошко. Отправлять e-mail – это все доступно в бесплатном плане. Веб-хуки нам доступны только в платном плане. И дополнительные опшенсы у нас есть. Отправлять e-mail на SMS, тоже, по-моему, платная опция. Я не пробовал ее, правда. Play Sound. Вы слышали блямканье, которое появляется. Мы можем настроить, чтобы появлялись уведомления. Или, допустим, ходили только веб-хуки и ничего больше. И не проигрывали раздражающие звуки. Про веб-хуки я поговорю в конце видео. А нам осталось, собственно, сообщение, которое нам выводится. И здесь тоже есть достаточно богатый функционал. То есть здесь можно вводить не только какой-то текст, который мы предустановим, но также использовать скрипты.
ограниченное количество, но все же. То есть мы можем здесь написать все, что угодно, как сделали вот в данном случае. Просто написал какой-то текст и все. И мне появилась всплывашка, я еще мог в alert name сюда придумать какое-то название. У меня здесь было бы alert name, но мне он не нужен. Вот. А это то, что мы видим на попапе, который появляется у нас или в приложении, или в десктопе. Ну и очевидно, что каждый раз писать текст на каждый алерт это довольно утомительно, поэтому у нас есть вот такие вот плейсхолдеры. Вот. Все они перечислены в документации, все, что мы можем здесь использовать. В том числе мы можем указать тикер, мы можем указать биржу, мы можем указать цену открытия, закрытия, максимум, минимум, время, волумы и так далее. Ну, короче, много всего тут можем указать. И все это у нас будет передано в сообщение. И в случае, например, если мы отправляем веб-хук с этим сообщением, то уже на стороне веб-хука, где мы будем обрабатывать полученное сообщение, мы можем распарсить это сообщение. Допустим, мы поставили там 20 уведомлений, в каждом из них прописали тикер, с которым у нас выкидывается алерт, там цена, с которой выкидывается алерт, и желаемые действия, к примеру. И на стороне веб-хука мы этот ответ разбираем, берем API Тинькофф Инвестиции, запрашиваем текущую рыночную цену по этому тикеру, сравниваем с той ценой, что нам отдал алерт, и если там все ок или расхождение в пределах допустимого, то совершаем запланированную сделку. Вот, это удобно. Причем веб-хук может отправляться в том числе как JSON запрос. Вот. Либо просто как текст plain, либо как JSON. Вот. Для того, чтобы он отправлялся как JSON, нужно надлежащим образом оформить текстовое сообщение. Где-то здесь было описание, как он должен быть. Ну, короче, поверьте на слово, можно отправить просто, и наш веб-хук будет прямо готовый JSON получать. Ничего даже разбирать не нужно. Очень круто. Вот. То есть вот на эту кнопочку нажимаете, и описание всех полей, всех вот этих вот предустановленных штук здесь есть. Ну и последнее, о чем я хотел поговорить в разделе про алерты, это веб-хуки. Веб-хуки – это такая штука, когда у нас происходит событие алерта, то мы можем получать сообщения, но можем их не получать или можем получать, но в итоге все равно TradingView со своих серверов, не с нашего компьютера, не с того места, где у нас запущена терминалка, а со своих серверов отправит запрос по ссылке, которую мы укажем в настройках алерта. Вот здесь вот webhook URL. При этом в теле алерта у нас будет передано некоторый набор параметров, в том числе у нас будет передан текст, который будет в том числе с вот этими вот, то, что я описывал выше, плейсхолдерами. Нажмите на значок вопроса, здесь будет достаточно подробное описание. И вот, кстати, именно здесь расписано, как отформатировать текст так, чтобы webhook получал JSON. Чтобы пользоваться JSON, в принципе, не обязательно даже что-то программировать. Есть разные сервисы, которые умеют обрабатывать обращение к ним как к веб-хукам. Здесь, в частности, написано про Slack. Вот, то есть у Slack есть возможность принимать enable, ускакала. Вот это вот enable incoming webhooks. Но это, конечно, не то, что, допустим, интересно мне. Мне гораздо интереснее написать что-то там, допустим, на Python, на PHP, разместить на каком-то своем сервере, открыть ссылку, по которой я буду принимать данные от TradingView, обрабатывать их как и что-то с этими данными делать. Покупать бумаги, посылать сообщения, допустим, в Telegram или еще что-то. Да? То есть я пишу свой сервер, веб-сервер, принимаю обращение от TradingView и с этим обращением что-то делаю, анализируя запрос, что у меня здесь написано, и совершаю покупку или посылаю уведомление дальше. Вы можете сказать: Денис, все это невероятно сложно, питоны эти все ваши, веб-сервера, нжинксы, фласки, юниксы, я этого все не знаю, знать не хочу, все это очень сложно, неинтересно. Нет. На самом деле все гораздо проще. Да, на питоне программировать, возможно, придется. Я сделал много видео, где показал, как это делать. На мой взгляд, за неделю научиться работать с питоном можно. А что касается вот этого всего девопсного
серверов, веб-серверов. Все есть гораздо проще. То есть есть такая штука, называется Яндекс.Клауд. Я тоже делал видео об этом. Вот. В Яндекс.Клауд есть такая штука, называется Cloud Functions. Cloud Functions. Вот это вот. Вот. Она позволяет вам разместить ваш код на серверах Яндекса в виде serverless функции. То есть вы пишете код. Вот у меня есть пример такой вот код, который в итоге размещается на серверах Яндекса, и вам дается некая ссылка. Вы видите вот здесь вот кусок этой ссылки. Просто это реально рабочий мой код, которым я пользуюсь. Вот, поэтому я не хочу вам ее показывать, чтобы потом не замазывать. Но суть простая. Это вот это вот полностью рабочий исходный код на питоне. Видите, он совсем небольшой, который что делает? Я получаю обращение от серверов PineScript, TradingView, вот, разбираю боди и отправляю себе сообщение в Telegram с помощью API, с бота API Telegram. Вот. Не очень полезная штука, но забавная. В чем прелесть конкретно Яндекс Cloud Functions? В том, что это функции, которые не требуют от вас знания серверных всяких штук. Настройки Nginx, Flask и вот этого всего. Вы пишете просто функцию, которая принимает запрос, каким-то образом его обрабатывает и что-то дальше с ним делает. Настройкой серверов в данном случае вы не занимаетесь. Но не только прелесть в этом. Прелесть также в том, что это, как я уже сказал, serverless функция. То есть наш сервер нигде не захостен. То есть наши данные нигде не хранятся. А соответственно, с нас никто не хочет денег за хранение наших скриптов, там, баз данных и каких-то данных, еще что-то. С нас хотят денег только за запуск функции. За однократный запуск функции. Причем конкретно в Яндекс.Клауд первый миллион запусков функций, миллион в месяц бесплатный. То есть, если мы запросили нашу функцию меньше, чем 1 000 000 раз в месяц, то мы ничего не заплатим. Мы написали код, разместили его в Яндекс.Клауд, наш, соответственно, скрипт отрабатывает, мы там покупаем акции, рассылаем, 1 000 000 раз в месяц мы это делаем, и ничего за это не заплатим. Если вдруг у нас достаточно много запросов, событий случается, и мы превышаем этот лимит, с нас хотят 10 рублей за следующий 1 000 000 запросов. На мой взгляд, это копейки, с учетом того, что нам не нужно ничего там настраивать по серверам. Если вдруг мы забросили все эти инвестиции, TradingView, и функция эта осталась болтаться в Яндекс.Клауд, хранится какое-то время, мы все равно ничего платить не будем. Это классно. Вот. Если вы испытываете нежелание работать с Яндексом, на самом деле Cloud Functions это не какая-то уникальная технология Яндекса, это достаточно распространенный инструмент, он существует там, у многих больших хостинговых компаний, вернее, которые SaaS, PaaS и вот это все. Вот. Есть Google Cloud Functions, вообще первоначально придумал, ну, так считается, придумал Cloud Functions Amazon, то есть AWS Lambda это называется. У Microsoft в Azure тоже есть. Ну, и, наверное, у многих есть эти Cloud Functions. То есть выбирайте любую, какой вам понравится сервис, размещайте там свой код и работайте с ним. В следующем году, возможно, я более подробно поговорю про гугловский функционал. Вот. Если вам в принципе, Cloud Functions интересно, напишите об этом в комментариях. Я сниму отдельное видео, посвященное конкретно Cloud Functions. Ну и постараюсь сделать это именно с точки зрения неопытного диопсника, то есть чисто с практической точки зрения. Вот. Ну и в принципе у меня на канале достаточно много видео, посвященных Яндекс.Клауду. Полистайте хотя бы наискосок, чтобы составить впечатление об этом сервисе. Вот. То есть в итоге вам дают ссылку. Когда вы разместили функцию, вы эту ссылку делаете публичной, а после этого размещаете ее в настройках алерта. Вот. И, собственно, когда алерт срабатывает, у вас по этой ссылке отправляется запрос вашей функции отрабатывается, ну и делает то, что вы запрограммируете. Это очень удобно и быстро. Все работает хорошо, проверено. На этом сегодня все, что я хотел сказать про алерты в TradingView. Мне кажется, достаточно подробный обзор. Вот. Ничего слишком конкретного, без программирования, но общее обзорное видео про алерты, мне кажется, получилось.
Вот. Так или не так, напишите в комментах, нажмите лайки, если понравилось. Вот. Подписывайтесь на канал и про TradingView, и про программирование, и про всякое вот это вот вокруг этого еще будет, я думаю, много видео. Вот. В этом даже будет, наверное, в следующем году. В любом случае, спасибо, что досмотрели, что нажали лайк, и до новых встреч.